Всем хай! Поступило предложение сделать полигон для Хайденхайна. Буду переделывать из фанука. Уже программа составлена, зачем все считать. Делаем из фанука. Так, для начала эту вот скобочку заменим на точку с запятой. Things 17. Проверяем. А закрытую скобку сделаем пусто. Replace all. Опс. Надо посмотреть, как записывается метка. Надо хоть одну программку запустить. LBL пробел LBL пробел begin. Ну, можно скопировать. Копии. И здесь вставим пасты. Номер уберем. А в хилы сделаем за точку с запятой. И будем переделывать все. Скобки ничего страшного не сделают. Скобки нам не помешают. Ну, здесь вот можно брать. Так. И у нас линейные перемещения. G0 нету, есть L. И пробел. Тут есть пробел, да. Номер кадра, пробел, пробел. Пробел G1. Это у нас тоже только с подачей. Fmax. G0 это Fmax. Fmax. А здесь у нас G1X. Так, разделим, да? F 9,9. Так, это опять у нас G1. Так, насчет R. Отдельно. Отдельно. RND. RND. Вот не помню, как он возьмет сумму или не возьмет. Проверяем дальше. L. Линия. XQ14 умножить на Q10. Q24. Так. И N1. Это первый цикл. Это просчет контура идет. Надо нам картинку. Все вроде бы. Решетки не осталось. Тут 3 точки, но я еще не знаю.
2 хватит. Надо будет третью считать или нет. Посмотрим. Сохраняем. Пока в сторонку его. Значит, здесь условия надо ставить. Если он у нас больше минус 90, вот, минус 90, и условия больше. Тут у меня есть макросик для него. If, не вот это, наверное. If 23 больше, чем минус 90, Goto LBL begin. Begin. Здесь у меня кратный получается шаг. Он всегда выскочит на минус 90. Значит, надо сделать или равно. Ну, значит, надо еще равно добавить. Если 23 больше, он прыгает туда. И если равно, тоже туда прыгает. Эквивалентен минус 90. Готов. LBL begin. И вот теперь последний проход сравнялся. Прыгает на begin, отрабатывает. И вот на этой проверке, если 23 равен минус 90, перескакивает через эти ифы. А смысла нету перескакивать. Если же 23 больше минус 90 прыгает и прыгает, если... А если нет, он идет дальше. Так что никакого прыжка не надо. Все. Это мы отработали контур. Теперь будем отрабатывать Z. Ага. Вот у меня еще есть отход от контура. Да, тут контур без G41. Поэтому через DR еще не пытаюсь сделать. Потом сначала сделаем рабочую программу, а потом уже попытаюсь через G41 сделать. G0, X0, Y минус Q20. Где-то тут я Q20 отсчитывал, наверное. Вот она. Пусть будет. Теперь Z меняем. Q21 минус Q2. Q23 возвращаем на начальные значения этого контура. И теперь проверочка идет. Ну вот тут нету этого анда. Так, мы отошли от контура. Вот тут надо выскакивать, если в Z последняя. If. Если 21 эквивалента Q3, готов был end. Есть. Тогда если он не прыгнул, значит потом прибавляем, отнимаем шаг еще. И вертаемся на начальный угол контура. И теперь, если 21 меньше Q3, нет, больше. Так. Больше. Вместо него нам надо вот этот больше. If
больше. И в 21 больше Q3 готов LBL begin. Begin. Так, здесь мы выскакиваем, здесь прибавили на begin, если больше. Теперь, если у нас прыжок получился меньше, посмотрим картинку. Вот у нас что получается. У нас n-угольник, вот это n углов, он у нас будет проходить. И поэтому у нас будет кратный шаг, и за Q3 будет плюс шаг. Что у нас тут получается? Если больше, если Q23 больше, там у меня Q21, но Q23 это угол, а Q21 это Z. Для случая Q23 это у нас будет вот это. Если больше срабатывает, вот больше Q3 срабатывает вот этот if первый. Если равно, срабатывает второй. И если он будет меньше, чем Q, 23 это у меня 90. Вот, минус 90. Если Q23 будет меньше, чем минус 90, то он пропустит эти все if и пойдет дальше. Вот тут ерунда получилась. Вот тут и надо end1 убрать, сделать просто z, без всякого LVL. Просто другой участок программы идет. Z просчитывается. А здесь вот эти вот значения в Хайденхайне не поддерживаются. Для них надо отдельную переменную ввести. Ну, сделаем радиус через Q25. Q25 и равняется вот этой фигне. А РНД сделаем просто Q25. Так, и тут и добавим, что это у нас радиус. Радиус корнер. Ну, корнер там, не корнер, не знаю. По-английски. Кому там, как правильно. Так, где он тут? Вот, Q25. И вот эти значения X и Y тоже надо вывести в отдельную. Так, у нас X, Y 16, 17, 18, 19. Четно это X. Значит, 26 делаем это X. Вот это вот. Вырезаем и вставляем. Вставляем в блок пересчета. И это у нас будет Q26. Q26 равняется. Тут не надо ничего. Косинус. И делить на 10, да? Ну, вроде ничего не надо. Так, и здесь тогда у нас x равен Q26. Q26. Как там плюсы надо везде ставить. Но, в принципе, по-моему, этот симулятор расставит везде эти плюсы. 26 и y у нас будет 27. Q27. Твою бабушку. И равен вот этой выражению. Вырезаем. Вставляем. Опять тут плюсы надо эти. Проверять не хочется, но... Так, синус 306. Так, скобка одна нужна.
И здесь скобка нужна одна. Так, одну скобку можно убрать. Так, 27. Вот. Плюс Q27. X, Y сработало. Теперь Q23 равняется этому. Отнимает шаг. Если больше, то begin. Тут while gt больше. Так что равно не надо нам. Почему не надо? Потому что у нас получится... У нас проходит эта точка. Раз, два, раз, два, раз, два. И на этом угле она пройдет раз, два. То есть при этом угле, а не при этом. Значит, последнее не надо. Стираем. Все, это мы завершили первый while по контуру. Можно его убрать. Все. Так, теперь идет у нас Z. Отход от контура. Вот это у нас идет. Если Z последний, то выбрасываемся. А тут не end, а end1. Последний end это когда и припуск отработает. А это первый будет end. А первый у нас end будет вот этот. Ну, теперь проверяем. У нас проходил контур, теперь пошел Z. Отход от контура. Проверка на последний Z. 21. И пошли шагать. 21 минус Q2. И вертается контур. Теперь, если 21 больше Q3 begin, это если больше. Так. Z у нас не кратный. Здесь бы по контуру был кратный, здесь не кратный. Если больше, чем Q3 срабатывает у нас вот этот первый begin. Теперь нам... Ага. Если меньше или равно, он пойдет дальше. И вот тут мы его последний проход приравняем к текущему. Q21 равен Q3. И отправим тоже на begin. Это мне не это надо, а простой гото. Копия. Так, 21 и отправляем на begin. Простое гото. У него нету гото, но обычно используется, чтобы выполнялось какое-нибудь равенство. И тогда гото. Ну, неравенство, там 2 не меньше 3, но я через эквивалент делаю. 1 равно 1. И гото. Плюсик надо, наверное. И begin. Так, теперь он делает последний Z. Отходит от контура. И вот проверка на вшивость.
на последний проход. Если равен 3, то прыгает на End1. Вот перепрыгивает через этот гото на End1. Все. Z сделали. GE больше или равно. Но мы это все оформили. Все, стираем. Так, остался у нас припуск. А припуск у нас чисто отсчитывает радиус инструмента. R2. Вот этот. Ну, пока напишем с ним, а потом подумаем на G41. Чтобы задействовать DR. Так, End1 есть. И End1 это у нас будет припуск. All-off. Сделаем тогда не End1, а All-off. И тут надо lap делать. Вместо End1 сделать allowance. Да, просто all. Алло. Интересно. Алло. Ага. Шифтом надо. Алло. Что у нас? Q21 равен Q1, Q23 равен 270, Q14 минус Q14 это у меня и есть, получается, припуск. Вот, Q14 рассчитывается вместе контур плюс припуск плюс радиус инструмента. Это Q14. Значит, идем через Q14. И Q6 это у меня шаг по припуску. Здесь уже переходы надо делать. Так, у нас тут 14 должно быть. А здесь что такое? Это добавляем переменную, потому что под адресом не может стоять арифметическое действие. Вот мы, получается, Q4 прибавляем припуск. Плюс инструмент. Q4 плюс Q8 это. Вот это плюс инструмент. Так, ну посмотрим. Что я тут натворил. Если больше переход на begin происходит, это синенькие. Если зеленые и красные, то уже приравнивать надо. Что у нас тут происходит? Идет по припуску, обновляется. Просчитывается новый припуск Q14 минус Q6. И надо отправлять на begin. Q14 будет Q28. Что-то Q28, что там... А, это последний проход. Без припуска. Q28 это последний проход без припуска. Если больше, то begin. В конце приравнивается и тоже отправляется на begin. Безусловный переход. Это как раз FN9 получается. Q14 равен Q28 это последний проход.
Теперь это уже можно стереть. И надо сделать выход на конец программы. Делать будем через end. Если равен последнему нулевому припуску, то выход на конец. Да, после 27-го Q он будет красивее смотреться. Так что перезапишем. Не begin, а end. Теперь вроде все нормально. Можно сотереть последний while. Кстати, здесь Q25 есть прибавить Q8. Q8 прибавлять не надо. Он уже входит в Q14. Поправить не могу, запись идет отдельно. Сохраняем все. И уже в симулятор попробуем воткнуть. Не записывает. Значит, что-то с форматом записи программы неправильно. Нету начала программы, значит и конца нету. Скопируем из другой программы. Начало. Это тоже лишние 2 строки. Потом придется стереть. Из фанука остались. Там 2L или LI. Полигон. Два L похоже наверху. Ну, пробуем. Что у нас получится? Забыл, какая программа работает. Ну, момент истины. Копи дерева и в полигон. Окей. О, открылось.
И куча ошибок. Ну, не досмотрел я маленько. Придется все исправлять. Это Фануковскую надо стереть. Т тоже не надо нам. У нас свой инструмент будет. Вместе с БЛК форм. Копируем, вставляем. Заодно сотрем эту линию. Даже две. Забьем сразу нашу заготовку и вызовем инструмент. Фреза 20. Надо посмотреть, есть она у нас или нет. Так, что тут надо сейчас постирать. И вызовем инструмент. Должен быть тулкал. Выбираем, у нас есть 20Х, что-то там сверло. 20А, это алюминий. ФРЗ 20А. Окей. Ага, проскочил я. Зря нажал окей. Семерка ушла. Обороты. Подачка. И хватит. Больше ничего нам не надо. Так, где же этот БЛК форм находится? End. Так, может здесь где-нибудь. Story. Select plot insert block. Ух ты. Даже и не знаю, что такие. О! БЛК форм. Z0. Z0. Не понял, а что там за кал 0? Откуда он появился? 7? Или ФРЗ 20? Так, R2 10. Сойдет. Вот еще. Ага. В одну строчку не воспринимает вот эти вот все. Исправляем. Так, а это что у нас такое? Ну-ка, ну-ка. Дайте мне посмотреть. Так. Ну, будем искать Q14. Где у меня? Q14, Q21. Initial condition. Так, это мы запишем. И давай тогда все сделаем так вот. Тинк. Тинк. Получил. А это Y у меня, это отход. Q28, вот он. Нет, Q20. Вот он. 14 плюс Q9. Ну тогда здесь рассчитаем Q20. Он потом все равно будет рассчитываться.
Вырезаем. Нет, не здесь, вот здесь. Вставляем. Q20 равняется. И вот здесь минус Q20. Пусть будет. Так, еще сохраняем. Ну, дальше Q25, вот это 27. Что-то ему не нравится. 26. Q26 равен. Вот это не нравится. Плюс 14. Так что ли надо? Плюс Q10 тут. Делить на Q10. Так, и что ему не нравится? Ну, давайте в скобки его спрячем. Проверим. Так, вот здесь. Вот здесь. И вот тут и непонятно. Что ему не нравится? А, G1. Здесь ему не нравится G1. Вот так вот. Где она, зараза? Ой-ой-ой-ой-ой. Вот туда. And. О, нормально. РНД. Так, проверим. Q25. Сейчас проверим. Вставляем РНД. А, R. Q20. Q25. And. Это стираем. Вот так вот. РНД RQ25. Где он тут? РНД. RQ25. Ну ладно. Опять сохраняем. Error G0. Z. Вот тут G0 не нравится. L. Пробел. X0. Y минус Q20 и Fmax. Fmax. Проверяем, да? Так, Fmax. Fmax. А здесь же 0 убираем. Делаем L. Идем дальше. Лап алло. Как он там у нас? ЛБЛ, а не лап надо. ЛБЛ. Так, где у меня тут этот ЛБЛ? ЛБЛ алло. Надеюсь, тут у меня везде ЛБЛ стоят. Error. Опять в строчку идет. Тоже нельзя.
Вырезаем и вставляем. Так. Ох уж этот Хайденхайн. Q23 равен 270. Не понял. Что-то... Ай. Так, ну-ка, 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 ну-ка. О, последний блок. Так, ну давайте тогда его. Q. Формула. Q21 равен Q1 и Q23 Q23 равен 270. А это значит стираем. Так, проверяем. Allo if begin. О, error end. Это lbl end надо. Интересно, он lbl даст ставить или не даст? lbl end. Окей. Ну вот, все подправили, сохранили. И теперь попробуем опять запихнуться. Так, это мы стираем. А здесь у нас полигон в Хилле. Исправим через вызов. lcall lbl set end. А это мы сотрем. Все вроде. Ну, остается попробовать прогнать. Так.
Буква А это алюминий. Проверяем. Так, он у меня идет 20-й. Странно. L G0 это Fmax. Ну вроде он сам воспринял, плюсы расставляет. Fmax. Проверяем. Так, это теперь здесь. Ну-ка, сейчас. А сейчас сработал, только не дал Fmax. Yes. Ну, опять пробуем прогнать его. Где тут? Опс. 30-й был. Ладно, исправим. Так, это так просто не исправляется. Надо через L вызывать. XQ21. И это у меня, по-моему, уже 0 там был. Fmax должно остаться. Сейчас проверим. А это стираем. Ну ладно. Опс, 30-й. Ладно, проверяем. Ну опять VL, ё-моё, что за VL? Так, а мы сделаем не так. Q10. Q10, вот так вот. 50. Плюс там этот был. Это я нарасставлял плюс, твою ж бабушку. Ну, теперь. Ну вот тут там можно ставить M0. Так, давай-ка мы здесь сделаем вот 50. Не понял. Минус 50, тогда делаем BLK форм минус 55. Ну или 51. 51. End. И давай проговнем еще раз. Так, стоп. Тут тоже можно смотреть. Значит так, 15, 15, 15, 45. 4 прохода должно быть. Теперь 10, 6 и 3 прохода. 10 сначала, потом 4 и 0. И 3 прохода по припуску. Ну, все тогда. Так, почему он у меня сбоку заходит? X0, Y минус 20, XQ21. Ну, значит, он
думает, что фреза где-то сбоку находится. Надеюсь на это. Давайте. О, ушел аж сюда, заткнулся. Странный проход. Так, это первый проход. Второй проход. Я надеюсь, там 55 осталось. Это значит уже 30. Это уже 45. И сейчас должно быть 50. Ну, вроде все правильно. Так, теперь это припуск 4 миллиметра. Сейчас должен быть... А, первый был 10. Теперь 4. Раз, два. Так, сейчас попробуем одну точку убрать. И вот это последний проход. Что-то он опять, по-моему, 6 миллиметров шурует. Ну или на трубке так показывает. Нет, все правильно. Так, у меня 90. Давайте по Y сделаем минус 90. Так, 90. И еще раз прогоним. Ну, вроде получается на нулях. Так, и что мне не понравилось? А, G41. Так, давайте теперь треугольничек прогоним. Или как вот, гаечку. Сначала гаечку. 6. Так, и проходов сократим. Минус 40. И припуск тоже сделаем на 2 прохода, да? Так, 6, значит припуск делаем 6. Тут 2 прохода. Ну все, проверяем. Такое чувство, что радиус не изменился. А если 0 сделаем? Ну или 0,1 сотых. Какой-то радиус есть. А его не должно быть. Мы сейчас на треугольнике сделаем. Треугольник у нас получается.
Делаем четырехугольник. End. Проверяем. Оп. Оп. Явно лепит какой-то радиус. Das ist nicht gut. Очень надо посмотреть Q25. Давайте тут M0 сделаем в конце. И посмотрим значение этих, как их называют, параметров. Прогоняем. И проверим, какой у нас Q25. 20. А откуда такое? Это вот 1/10 и получилось 20. Так, Q14 у нас 100. 90 плюс радиус инструмента. Все правильно. Так. Q25. Q14 это у нас 100. Минус Q4 отнять 90 будет 10. Я же на Q14 уже использую радиус инструмента. Значит, на радиусе не нужно 25. Q8 не надо. Оно уже входит в Q14. О! Записываем. И здесь тогда. Получается у меня ошибка в полигонале, наверное. Надо будет проверить синумерик и фанук. Значит, тут мне надо убрать восьмерку. 25 и вот это. Убрать восьмерку. Ну, давай смотреть. Так, 25. Вот он. Блин. И не убрать. Но end. Ну-ка, теперь проверим. Опс. Отличный. Теперь сделаем радиус 2. Радиус 2. Проверяем. Ну вот какой-то радиус есть вроде бы. Так, теперь... теперь можно треугольник посмотреть. И прогоним. Ну блин, нанотрубки не работают на маленьких размерах. Но вроде пытается какой-то радиус сделать. Все. Аналог получили. Не забыть исправить те программы. Так.
Теперь пытаться надо с G41. Для начала мы скопируем этот файл и отправим его на H. Так, полигон. Копируем. И на H. Окей. Проверяем. Заменить. Открываем. О, вот теперь мы сохранили то, что нам надо. Так, М0 можно стереть. Так, это тоже можно стереть. Еще я одну точку хотел убрать. Проверяем. Так, это я уже сохранил. И заходим в полигон. Q19, Q16, RND. И вот попробуем теперь вот этот убрать. Стираем. Q26, Q27. И вот тут он может нам задробить. Но чем черт не шутит. Проверяем. Так. Симулятор. Сработало. Так что это только Фанук не может рассчитать после расчетные точки. А эти ребята рассчитывают. То есть там Q26, Q27 не нужны. Так, сейчас мы проверим. Пятизначный. Неудобно все-таки на компьютере делать, получается. Симуляторы. 5. End. Ну, отработаем. Все работает. Красота. Так, радиус давайте побольше сделаем. Радиус в углах 10 будет. Черт знает, вроде есть 10, а может и нет. Из этих нанотрубок ничего не видно. И вот эта вот ступенька. Это ошибка? Или это он так делает? Он... Если я убрал одну точку, то там проход должен проконтролировать проход на конец. Begin. Где выход идет? Вот Z. Ага, вот тут. Нужен проход до x нулевого. X0. А иначе он сразу на y минус 20 идет.
Проверяем. О, вот теперь все правильно. Все, сохраняем. Надо в этой программке тоже это исправить. Плюс 0. Все. Думаю, с этим покончено. Не прошло и полгода. Теперь будем переделывать программу через G41 с учетом припуска через вызов DR для инструмента. Ну, будем тогда сохранять как. Так. Полигон 41. H. Сохранить. Теперь будем работать с ней. Я уже рисунок подправил. Теперь будем просчитывать вот этот контур. Точка P1, P2, P3. Ну, может быть, не придется ее считать. Что у нас остается? Остается радиус, припуск Q5 и шаг по припуску Q6. Зазор инструмента, заготовка, радиус инструмента и заход инструмента. Вот этот DR будет у нас меняться, DR Q14. И за счет него фреза будет приближаться к номинальному контуру. Ну все. Здесь у меня по углу 0, 90, 180, 270. Поэтому начальный Q23 у меня 270. Ну, поехали. Ничего тут в данных не будет меняться. Самый лучший отработка это если четырехугольник. Там можно в уме посчитать новые координаты. Тогда легко проверять будет. Поехали дальше. Q14. Ну, мы там отнимали Q14. Алло, Q14. Значит, здесь оставляем Q14, но приравниваем его к Q5, к припуску. Вот, Q5, Q14. И радиус инструмента нам тоже не нужен. Q20. Q4 плюс Q5 это припуск. Это точка захода первая. Она потом на динамическую изменится. А первый заход вот по этим координатам будет. Q4, Q5, максимальный припуск, Q9 зазор и радиус инструмента Q8. Q21Z. Мы будем менять его, Q1 оставим без изменений. Поэтому приравниваем Q1. И с повтором цикла надо все время возвращать на первое значение. Поэтому еще одна переменная. Q22, она, по-моему, не используется у нас. Можно стереть. Ну, это можно поиск дать. Q22. Ничего нет. Поэтому
стираем. Q23, первый угол, это и есть 270. Поехали. X0, Y минус 20, это точка захода. ZQ21. Ну, тут даже можно первый заход Q1 сделать. Ничего страшного. И LBL begin. Но тут у нас рассчитываться будет только координаты точек Q16, Q17, Q18, Q19, Q16 это вторая точка. А у меня что-то нарисовано. А, это вот эта вторая точка. Подход, поэтому сюда и сюда должны идти. В принципе, оставим две, наверное. Одна, вторая. А эта точка уже рассчитается при новом шаге по углу. И уже пойдет в нее. Вот тут у нас размер уже должен измениться. Q15 у нас будет все время один и тот же. Это будет Q4, а не Q1. Q14 у нас сейчас припуск. А эта точка зависит от этого радиуса. Это у нас будет Q4 разделить на косинус этого угла. Это будет Q15. Q16. Q15 умножить на косинус. Это 23 минус 360, половина этого угла. 360 на Q10 это вот этот угол. Угол многоугольника. Вот он, еще один. Не, вот, ну да, тут нету. Вот он, секторный. И еще делится пополам. То есть вот этот угол получается. 15 на косинус получается Q16. А косинус у меня вот этот идет. 23. Вот он. И получаем вот этот Q16. И он у меня, вот он будет все время новый. Рассчитываться. Q17. На синус. Это координата синуса. Ну, вот эта вот линия, она сюда потом пойдет, сюда, и поэтому она рассчитывается от угла. Значит, вот эту можно наверх. Она у нас постоянная. А косинус и синус у нас всегда будет меняться. Теперь 18. Опять у нас возвращаем Q4. Исправляем только по новым нашим данным. Без Q14. И все. Тут, в принципе, вот если эти разбираться с косинусами и синусами, то как его, линия отсчета это x. И угол пошел сюда. Так, 20. Q4. Так. И вот новый 20. Здесь уже подсчитали 20. Это уже пойдет каждый раз новый отсчитываться. Q14 это у нас припуск.
Q9 зазор. Это будет Q4, Q14 плюс Q4. Q4 плюс. Так, где там плюс? Q4, это вот этот радиус. Плюс наш припуск Q14, который сейчас используется. Плюс Q9 этот зазор. А радиус инструмента. Плюс радиус инструмента. Q8 плюс Q9. Неинтересно. Лучше 9, а потом 8. Ну, по порядку. Q9, Q8. Точка отхода. Ага. Интересно. Получается, что у меня неправильно был подсчет. Нет. На полигоне правильно. В Q14 входил Q8. Так что все нормально. Q25 радиус. А нам тут не надо ничего считать. У нас радиус увеличится за счет DR. Мы DR будем забивать, пересчитывать. И, соответственно, здесь радиус пойдет с учетом DR. Значит, нам 25 не надо. Так. Последний проход нам тоже не надо. DR у нас будет 0 и все. Шаг по припуску у нас пойдет через DR. DR у нас Q5, а здесь будет DR 0. Поэтому давайте потом постираем. Пока за комментарием. Q4, Q4. Так. Финиш кат. С этим все, да? Так, радиус инструмента мы исправили, поэтому надо вот здесь забить радиус равен Q7. Q7. Пошло 21, 18, 19, Q16 и R7. Так. И надо RL забить. Подход слева от контура. Выход сюда по радиусу и возвращаемся на новые расчеты. Две точки рассчитали. Раз, два. Потом эту рассчитали. Эту. Нет. Эту. Так, стоп. И у нас контур пойдет с учетом припуска. Надо припуск забивать. А вот тут желательно его тулкал. Есть у меня тут что-нибудь? Тулкал. Чанга. Нету тут тулкала. Сейчас какую-нибудь программу запустим. Так, и
Что-то у меня картинка была еще. А на чем у меня была картинка? Здесь, что ли? Так. Toolcal. Вот он как выглядит. Копия. Так у меня что это что и есть. Ничего вызывать не надо. Так, вот здесь. Вставляем. Все убираем, оставляем только DR. DR Q14. Все, теперь на радиус набросится наш текущий Q14. Первый он у нас равен Q5. Z, подход слева от контура, выход на точку. Отнимаем угол. Вот этот угол отнимаем от 270. В общем, получаем вот эту линию. Потом вот эту линию получим, потом вот эту. И если Q23 больше минус 90, здесь в плюс идет, значит 270 идет в 0, а сюда минус 90. Если больше 90, минус 90, переходим на begin. Причем это так и сработает, потому что кратный шаг. Больше ничего дополнительного не надо. Когда угол сравняется с минус 90, на begin прыгать не будет, пойдет дальше. То есть пройдет весь контур. Все, что ли? Получается, контур уже забили. Но вот ради интереса можно его запустить. А что, у меня не запущено, что ли? Копируем. Дерево. Полигон. Проверяем. Полигон 41. Запускаем. И сейчас М0 поставим на Z. И попробуем запустить. Begin. Z. Он проходит. И сюда выходит, отходит. И здесь М0. М0. Ну, посмотрим, что получится. Квадратик. Ну, давайте уменьшим ему этот. Стал на М0, отлично. То есть третьей точки не понадобилось. Он две просчитал, а потом идет следующая расчетная, потом опять вторая, расчетная, опять вторая. Ну и хорошо. А что я хотел? Уменьшить, чтобы здесь посмотреть. Это мне надо вписанный многоугольник исправить.
не угольник, а радиус. Вписанный радиус 90, сделаем 70. И еще раз запустим. Так, инструмента нет. Что это такое? Так. G40 нету. Он доходит до этой линии x0 и уходит и отходит от контура по G41. Надо отход сделать с G40. Так, сейчас я хотел получить инструмент. Давай. Запустим еще раз. Где он там запускается здесь? Так, ну исправляем. Это вот он. А тут есть. Тут нету R0. RL было, теперь R0. Сохраняем. И здесь исправляем. На отходе. Вот здесь. Тинк, тинк. Так, R0. Закончили. И теперь опять проверяем. Все. Никаких гребешков нету. Теперь нам надо проверить радиус. Ладно, пока не будем проверять. Хотя ничего нам это не мешает. Нулевой радиус поставлю. И края должны быть ровные. Так, радиус, ну вот, радиус в углах 0. Проверяем. R0, но я припуск не убрал. Allowance 6. 0. А то у меня с этими радиусами петрушка закрутилась. Все время что-нибудь добавлял к ним. Ну что? Вроде ровно. Будем надеяться. Так, все, значит, по контуру мы прошли. Теперь смотрим, что будем с Z делать. Begin. Удачно пока все идет. Но это вторая попытка. FN. Так, отошел контур. Если Z равен последнему, переход на allo. Allo это allowance. На припуск. То есть, если Z последняя прошла, то перепрыгиваем на метку allo. Allowance. Z. Так, он на на Q1 прошел, а у нас Q21 равен Q1. Да, все-таки лучше 21 сделать. Первый проход на Q21. Вот он.
Вот он, Q21. Вызов DRQ. А что у меня там пишется? DR плюс Q14. Сделаем тогда тут тоже красиво. DR плюс Q14. С этим припуском идет на первой глубине. Здесь он проверяет на последнюю глубину. Здесь начинает отсчитывать шаги. Отнял шаг и вернул на начальное значение угол контура. Теперь, если 21 больше последнего, переход на begin. Опять. То есть теперь фреза опустилась ниже и пошла творить опять то же самое. Вот тут у нас же получается. Вот что у нас тут. Вот эта вот система работает, когда угол на контуре идет, шагает. Ну, контур описывается. И только он выскакивает за Q3, он проходит Q3, и у меня там есть условия. Вот он. Q23. Вот, если Q23 больше 90, минус 90, прыгаем на begin. Это вот это. Больше 90 у меня Q3 будет, да? Минус 90. Если больше минус 90, вот эти синие, то он прыгает на begin. Вот он. И если после прохода он уже прошел на Q3, то уже этот прыжок не работает, он идет дальше. То есть это последняя глубина он прошел и выходит. На припуске так не получается. Там мы забиваем шаг, и он вряд ли получится кратный. И поэтому у нас получаются синие больше, чем Q3, а красные или равно Q3, или меньше. И что мы тут пишем? Если Z, мы про Z сейчас говорим, не по припуску, про Z. Если Z больше 3, прыгаем на begin. Потом приравниваем Q21 равен Q3. И опять прыгаем на begin. И уже после прохода опять фрезы, выхода из контура, сразу попадаем на проверку, последний это проход или нет. Если равен Q3, то прыгаем на allo за if. Оп, сюда прыгнули. То есть мы все глубины отработали. Теперь, ну что, сразу посмотрим. Allowance. Теперь, в принципе, allowance то же самое. У него этот блок повторяется, только с параметрами для припуска. Это у нас будет Q14. Q28. А Q28 нам не нужен. Вот, точка с запятой. Он нам не нужен. У нас Q14 меняется от Q5 до 0. Значит, здесь можно это тоже стереть. И меняем не Q28, а просто 0. Проходит с нулевой поправкой. Не нулевой корректор, нулевая поправка. Прыгаем в конец.
Теперь опять z поднимаем наверх. Q1 равен. Возвращаем угол назад на 270. А от Q14 отнимаем шаг по припуску. И проверяем, что у нас получилось в результате. Если больше, чем 0, прыгаем на begin. В других случаях, если равен или меньше, выполняем приравнивание. Q14 равен 0. И делаем goto на begin. Он всегда будет прыгать на begin, потому что это условие всегда выполняется. Поэтому нам после прохода сюда возвращаться нельзя, нам перепрыгнуть надо. И у нас есть вот эта проверка после метки allo. Если равен нулю, прыгает на end. То есть вот он и перепрыгивает через этот if на end, и уже потом z наверх, программа завершилась. Ну, можно проверять. Давайте сотрем ему нумерацию. Пусть он сам ее расставляет там. Так, мне ее, получается, надо перегрузить. Я исправил эту программу. Записал. Это у меня полигон 41. Записал. Теперь надо ее отправить на симулятор. Мы здесь исправляли, а симулятор не трогали. Поэтому сейчас опять его отправим. Подстрахуемся, сотрем. И опять загрузим в симулятор. Так, тут придется вызволить. Так, а мы сейчас по-другому сделаем. 41А или Б, пусть будет Б. Чтобы там не выкручиваться, пусть загрузим Б. А то там выходить надо из редактора, выходить надо из симулятора. Выходим в редактор, менеджер и загружаем полигон Б. Копи. Дерево и в полигон. Проверяем. Вот, полигон 41Б. В принципе, он должен соответствовать. Мы все одинаково делали. Покажет ошибку, нет? Ну вот, по Z бегает. Вот теперь припуск снимает. Он вписанный радиус не поменялся, как мы там сделали. Но сейчас сделаем. Возвращаем все координаты. Так, по Z делаем 2 прохода. 30 и шаг 30. Последний Z, радиус делаем 60, да, было. Allowance делаем 10. А съем сделаем по 6 миллиметров. Угол сделаем радиус 0.
Радиус инструмента, подход, полигонал 4. Ну все. Что мы там еще? Эти проверки, зеты, подходы. Allowance. Алло, мы ищем таланты. Так, ну все. Проверяем. Второй сейчас еще будет проход. Z сошел. Отработал весь угол. Все нормально. Давай посмотрим, как он сыграет. Проверим на G41, правильный он будет делать или нет. Так, вроде радиуса нету. Теперь, значит, сделаем радиус. И у нас что тут? Y минус 90. Возвращаем 90. И должен совпасть с краем заготовки. Так, это у нас припуск, шаг, радиус 10. Радиус инструмента, подход, полигонал. Ну, уже давайте пятерку сделаем. Все. Проверяем. Радиуса делает. Ну и тут все сделал. Все работает. Можно решить, что с задачей мы справились. Андрей Бессараб, привет. Всем удачи. Всем пока.